Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня будем вязать вот такие пинетки-носочки на 2 спицах без шва. Иногда хочется чем-то занять руки и связать что-то простое. Вот это как раз та модель, которая вяжется очень просто и быстро. Можно сказать, что она вяжется сама. Сегодня будем вязать на 6-9 месяцев. Вот эти пинетки будут сидеть на ножке малыша, ровно так же, как они сейчас сидят на данной колодке. Моя колодка 11 сантиметров, и она полностью повторяет размеры, средние размеры ножки малыша. Пряжа у меня Alize Baby Best. Вязать буду спицами 2,5 мм. Начнем вязать с задней части. Сейчас нам нужно набрать на спицы 21 петлю. Я буду набирать эластичным способом. Вы можете набирать любым другим удобным вам способом. Набираю на 2 спицы, делаю первую петельку, спицы веду под петлю на большом пальце, в петлю на большом пальце, большой палец вниз, захватываю ниточку с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце. Затягиваем под петлю, петлю, большой палец вниз, ниточка с указательного и вывожу через петлю на большом пальце. Затягиваем. И так я набираю 21 петлю. 20, 21. Освобождаем одну спицу. Вяжем первый ряд, кромочную снимаем, не провязывая, и дальше будем вязать резинкой 1 на 1. Будем чередовать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и так до конца ряда. Начинали с лицевой и заканчиваем лицевой. И кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд, кромочную снимаем, не провязывая, и продолжаем вязать резинкой 1 на 1 по рисунку. Видим изнаночную, провязываем изнаночную, лицевая. И так до конца ряда. И кромочную в конце ряда изнаночной петлей. Итак, нам сейчас нужно связать манжет резинкой 1 на 1 всего 16 рядов. 2 ряда из них мы уже провязали, осталось провязать еще 14 рядов. Свяжите их самостоятельно. Итак, манжет связан, всего у нас провязано резинкой 1 на 1 16 рядов. Проверьте, чтобы с каждой стороны было по 8 кромочных. Дальше мы переходим на вязание пяточки. Я не знаю, как называется эта пяточка, но по внешнему виду она очень похожа на бумеранг. Значит, так и буду ее называть. Вяжем пятку бумеранг. Сейчас мы находимся с лицевой стороны. Кромочную снимаем. Дальше нужно провязать убавление в начале ряда. Провяжем убавление с наклоном влево. Для этого я петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше 15 лицевых. Убавление в конце ряда. Убавление провяжем с наклоном вправо. Провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку и кромочную в конце ряда изнаночной петлей. Разворачиваемся на изнаночный ряд. На спице сейчас осталось 19 петель. Кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми.
и кромочную в конце ряда изнаночной петлей. Итак, нам с вами нужно провязать платочной вязкой лицевые петли и с лицевой, и с изнаночной стороны всего 14 рядов, делая убавление в начале и в конце ряда в каждом лицевом ряду. Итак, вяжем до тех пор, пока на спицах не останется 7 петель. Довязали 14 рядов с убавлениями, на спицах осталось 7 петель. К 8 кромочным манжета прибавилось еще 7 кромочных пяточки. Иногда новички путаются, где мы с лицевой или с изнаночной стороны. Вот вам подсказка. Вот этот хвостик от наборного края, если он находится с правой стороны, значит это лицевая сторона. Продолжаем вязать пяточку, 14 рядов с убавлениями, а теперь будем прибавлять тоже 14 рядов. Кромочную снимаем, провязываем все петли лицевыми. Кромочную тоже провязываем лицевой. И сейчас нам нужно добавить одну дополнительную петлю из кромочной. У нас было 8 кромочных манжета. Надо было маркер повесить, чтобы сейчас не считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 7 кромочных пяточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот из 7 добавляем одну дополнительную петлю. Поворачиваемся на изнаночный ряд, кромочную снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем лицевыми. С изнаночной стороны кромочную я провязываю за заднюю стенку. И тут то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из 7 добавляем с изнаночной стороны вот так. Итак, нам сейчас нужно вернуть то же количество петель, что мы и убавили. То есть мы вяжем еще 14 рядов, только уже с прибавлениями. Прибавляем в каждом ряду по одной дополнительной петле из кромочной, пока на спицах не будет то же количество петель, что мы набирали изначально, 21 петля. Довязали, пяточка полностью готова. На спицах сейчас 21 петля, и по-прежнему на манжете осталось по 8 кромочных. Дальше мы с вами будем вязать прямо платочной вязкой длину подошвы. Кромочную снимаем, не провязывая, а остальные петли вяжем лицевыми. Вяжем все петли лицевыми и с лицевой с изнаночной стороны. Кромочную в начале ряда снимаем, не провязывая, в конце ряда провязываем изнаночной петлей. И всего нужно провязать 24 ряда, провяжите их самостоятельно. 24 ряда прямо провязано. Вообще я ряды не считаю, просто вяжу на глаз. Потом, когда связала приблизительно, пересчитываю по кромочным. Должно быть по 12 кромочных с каждой стороны. Вот этот переход от манжета к пяточке не считаем, считаем кромочные. Дальше будем вязать убавление к мысочку. Вяжем то же самое, что и вязали на пяточке, кромочную снимаем, убавление в начале ряда, далее 15 лицевых. Убавление в конце ряда. 2 вместе лицевой и кромочная изнаночной петлей. Поворачиваемся на изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. На спицах сейчас 19 петель. И кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Итак, вяжем в каждом лицевом ряду убавление в начале и в конце ряда до тех пор, пока на спицах не останется 9 петель. Всего мы должны связать 12 рядов. 2 из них мы уже связали, осталось связать еще 10. 12 рядов с убавлениями провязано, на спице осталось 9 петель. Длина подошвы получилась 11 сантиметров в нерастянутом виде. Просто сейчас с собой у меня нет линейки, не могу вам измерить.
Ниточку розовую я отрезала, так как буду менять цвет нити. Дальше мы будем вязать мысок. Точно так же, как на пяточке, 12 рядов с убавлениями. И следующие 10 рядов, потом объясню почему, 10 рядов с прибавлениями. Кромочную снимаю, провязываю все петли лицевыми. Кромочную тоже лицевой. И теперь нужно добавить одну дополнительную петлю из кромочной. У нас было 12 кромочных длинной подошвы и 6 кромочных от рядов с убавлениями. Всего 18 кромочных должно быть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Добавляем дополнительную петлю, поворачиваемся на изнаночный ряд, кромочную снимаем, а остальные петли вяжем лицевыми. Кромочную с изнаночной стороны я провязываю лицевой за заднюю стенку, плюс одна дополнительная петля из кромочной. Всего должно быть 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Итак, прибавляем по одной дополнительной петле из кромочной в каждом ряду, пока на спицах не будет 19 петель. Всего нужно провязать 10 рядов с прибавлениями. 2 из них мы уже провязали, осталось провязать еще 8. 10 рядов с прибавлениями провязано. Сейчас на спице 19 петель. Вообще мы должны были провязать 12 рядов с убавлениями и 12 рядов с прибавлениями. Но в таком случае, ну то есть вернуть 21 петлю, что и было. Но в таком случае носочек будет широковат. Поэтому те петли, что мы сейчас не прибавили, мы прибавим на подъеме. Находимся сейчас с лицевой стороны. Прибавлений больше делать не будем. Кромочную снимаем. Дальше провязываем убавление. Две лицевые. Дальше вяжем еще 4 лицевые. Я специально так разделила, чтобы вам было понятно, что тут уже у нас пойдет узор. 1, 2, 3, 4. Следующую петельку мы не провязываем, просто переснимаем на правую спицу. Вяжем еще 4 петли лицевые. Дальше 2 лицевые петли, это у нас платочная вязка будет. Убавление в конце ряда. И кромочная лицевой петлей. Вот эти убавления в начале и в конце ряда мы провязываем, потому что петли мы из кромочных продолжим добирать. И чтобы вот это общее количество петель не увеличивалось, будем провязывать убавления в каждом лицевом ряду. Так, плюс одна дополнительная петля из кромочной. Разворачиваемся на изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Дальше нужно провязать 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4. Ту, что переснимали, тоже провязываем. 5, 6, 7, 8, 9. Далее 4 лицевые петли. 1, 2, 3 с изнаночной стороны.
провязываю вот эту последнюю петлю за заднюю стенку. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Дальше мы с вами будем вязать раппорт узора, состоящий из 6 рядов. Будем вязать косу, но по сути это 2 жгута. Каждый из жгутов состоит из 4 петель. И вот эту центральную петлю в лицевом ряду мы снимаем, не провязывая. Первый ряд раппорта кромочную снимаем. Далее убавление в начале ряда, 2 лицевые петли. А дальше мы с вами будем вязать перекрещивание первого жгута. Смотреть он будет вправо, поэтому рабочую ниточку вперед, переснимаем 2 следующие петли на правую спицу, провязываем следующие 2 петли лицевыми, возвращаем не провязанные, первые 2 не провязанные на левую спицу, а провязанные на правую. И довязываем лицевыми те, что были не провязаны. Центральную петлю переснимаем, не провязывая, и сразу же вяжем второй жгут. Он будет смотреть влево. Нить за работой. Переснимаем 2 первые петли на правую спицу, провязываем 2 следующие петли лицевыми и возвращаем не провязанные на левую спицу, а провязанные на правую. И довязываем те петли, что были не провязаны. Дальше 2 лицевые, убавление в конце ряда, и кромочная лицевой петлей. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Второй изнаночный ряд раппорта, кромочную снимаем, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Далее 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 лицевые петли, 1, 2, 3 и кромочную четвертую за заднюю стенку, 4 и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Третий ряд раппорта, кромочную снимаем, убавление в начале ряда, дальше 2 лицевые и 4 лицевые от жгута, то есть всего 6, 3, 4, 5, 6. Среднюю петлю переснимаем, не провязывая, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавление в конце ряда и кромочная лицевой петлей. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Четвертый изнаночный ряд. Кромочную снимаем. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 9 изнаночных. Четыре лицевых, 1, 2, 3, 4 и плюс дополнительная петля из кромочной. Пятый лицевой ряд, кромочную снимаем, убавление в начале ряда, 6 лицевых, центральную петлю переснимаем, не провязывая, 6 лицевых, убавление в конце ряда
кромочная лицевой петлей и плюс 1 петля из кромочной. Заключительный 6-й изнаночный ряд раппорта, кромочную снимаем, 4 лицевые, 9 изнаночных, 4 лицевые и плюс дополнительная петля из кромочной. И так как мы сейчас провязали последние 6 рядов, нужно провязать еще 3 раза. И тогда у вас останется по 8 кромочных на манжете. Провязали раппорт 4 раза. 1, 2, 3, 4. У нас ушли все кромочные от подошвы и осталось провязать манжет. Сейчас у нас по 8 кромочных осталось на манжете. И сейчас мы с вами добавим как раз те 2 петли, что мы не добавляли на мыске. Вяжем первый ряд раппорта, кромочную снимаем, убавление не провязываем, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше перекрещивание жгутов, рабочая нить перед работой, переснимаем 2 петли на правую спицу, провязываем следующие 2 петли лицевыми, возвращаем на левую спицу не провязанные, а провязанные на правую. И довязываем те петли, что были не провязаны. Центральную петлю переснимаем, не провязывая. Перекрещивание следующего жгута, нить за работой, 2 петли переснимаем, провязываем 2 следующие петли, возвращаем на левую спицу не провязанные, а провязанные на правую. И довязываем те петли, что были не провязаны. И довязываем до конца ряда 5 лицевых петель. Плюс 1 петля, вот этот переход не трогаем от манжета к пяточке. Сразу переходим на кромочную манжета. Плюс 1 петля из кромочной. Второй изнаночный ряд раппорта, кромочную снимаем. И теперь уже вяжем 5 лицевых вместо 4. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 9 изнаночных. Довязываем 5 лицевых до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Теперь на спицах у нас 21 петля. И теперь будем делать убавление в начале и в конце ряда, чтобы сохранить то же количество петель. Третий ряд раппорта, кромочную снимаем, убавление в начале ряда. Дальше вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Центральную переснимаем, не провязывая. Дальше 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавление в конце ряда. Кромочная лицевой петлей и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Кромочную снимаем. Это 4-й изнаночный ряд раппорта. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4,
5, 9 изнаночных, 5 лицевых до конца ряда, 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Итак, продолжаем вязать. Сейчас довязывайте 5, 6 ряд раппорта, потом начинаете следующий раппорт и вяжете от него половинку. 1, 2, 3, 4 ряд. У нас должно остаться по 3 кромочных с каждой стороны. Провязали. Всего у нас должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6 перекрещиваний. Последнее, шестое, сделали перекрещивание вот этих жгутов. Плюс еще провязали 3, 4 ряд. И теперь у нас осталось на манжете по 3 кромочных. Будем вязать резинкой 1 на 1. Кромочную снимаем. Убавление, 2 вместе лицевой, а дальше по рисунку лицевая, значит следующая изнаночная. И чередуем лицевая, изнаночная. Изнаночная, осталось 3 петли. Провязываем убавление в конце ряда. 2 вместе лицевой петлей и кромочную тоже провязываем лицевой петлей. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Поворачиваемся на изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Дальше провязываем 2 изнаночные петли. И снова будем вязать по рисунку резинкой 1 на 1. Какую петлю видим, такую и провязываем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Осталось 2 петли. Провязываем 2 изнаночные, кромочную изнаночной петлей и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Лицевой ряд, кромочную снимаем. Далее провяжем убавление в начале ряда с наклоном влево. Петли переворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше вяжу по рисунку. Осталось 3 петли. Провязываем убавление в конце ряда с наклоном вправо. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Кромочную провязываем лицевой и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Изнаночный ряд без изменений. Кромочную снимаем. Далее 2 изнаночные. Далее вяжем по рисунку, чередуем лицевая и изнаночная. Две изнаночные. И плюс 1 петля из кромочной. Провяжем еще один лицевой ряд, а в изнаночном будем закрывать петли. Кромочную снимаем, убавление с наклоном влево, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Дальше вяжем по рисунку резинкой 1 на 1.
убавление в конце ряда с наклоном вправо, 2 вместе лицевой за переднюю стенку, 1 лицевая и плюс 1 дополнительная петля из последней кромочной. Разворачиваемся на изнаночный ряд и будем закрывать петли. Я буду закрывать эластичным способом. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 1 изнаночную и пропускаем сквозь предыдущую петлю. А дальше уже эластичный способ. Следующая петля изнаночная, значит накид делаем от себя, провязываем изнаночной петлей, пропускаем через накид и через предыдущую петлю. Следующая петля лицевая, накид на себя, провязываем лицевой, пропускаем через накид и через предыдущую петлю. Изнаночная, накид от себя, провязываем изнаночный, пропускаем через накид и через предыдущую петлю. Лицевая, накид на себя, провязываем лицевой, пропускаем через накид и через предыдущую петлю. Осталась 1 кромочная, ее закрываем без накида, просто провязываем изнаночной петлей, пропускаем через предыдущую петлю, и у нас еще осталась 1 кромочная. Отсюда добавляем 1 петельку и закрываем ее. Носочек готов, ниточку отрезаем, все хвостики прячем. Ну вот и все, пинетки-носочки готовы. Спасибо за просмотр, ровных вам петелек, всем добра!